Так, мы заселяемся в Коста-Белло. Здесь опять очередной развод, потому что отдельно за ребенка, которому 12 лет, обычно в других отелях не просят за ребенка проплачивать отдельно, только в том случае, если вам нужна дополнительная кровать. Но здесь, имея уже две двойные кровати, нам как бы не нужна дополнительная, мы можем просто заплатить дополнительно за breakfast. Здесь нам посчитали дополнительно $40 за то, что он взрослый уже считается, хотя ему будет 12 лет. Коста-Белло на Сибу. 4 звезды, но они так позиционируют себя. Мы взяли простой номер. Сейчас дети спят. Обычно я делаю обзорчики после того, как день, когда мы уже выселяемся. Сейчас мы выселяемся. Сегодня решил детям немного отоспаться, потому что у нас длинная дорога. Нам нужно будет ехать в другой город. Комната имеет античную такую мебель. Правда, местами она кругом пошарканная, потому что довольно-таки старая. Но сама комната, видно, хоть она и в своем стиле, но есть моменты, которые прям очень старые-старые. В первую очередь, это то, что детям не понравилось, это телевизор. Он вот такого размера, при том, что комната до кровати, не знаю, метров 7, наверное. 7, возможно, даже 8. И телевизор такой маленький, поэтому, сидя на кровати, в общем, детям приходилось вот эту кушетку передвигать сюда, чтобы сесть поближе, смотреть. Под телевизором, такая ерунда, могли бы куда-то спрятать ее, либо за телевизором, но она просто вылазит, как будто кусок говна. Начал лезть и завис. По розеткам здесь большая беда. Вот у нас только есть розетка Тама и рядом с кроватями. Все, других розеток здесь нету. Не так, как это было в предыдущей гостинице, когда мы останавливались в гостинице Citadines. Там буквально на каждой стене, по 4 розеток, наверное, было. На каждой стене, буквально в каждой комнате. Также, что касается и подсветки, вот здесь есть, посмотрите, у нас всего лишь 4 маленьких лампочек. Если там, все они желтого, такого едкого цвета. Если спать нормально, а если что-то делать в комнате, это очень, в общем, тускло. Я гнал, детей, они читали комиксы, чтобы они читали комиксы на балконе. Это единственное место, где есть нормальное освещение. Мебель она вся в таком состоянии, пошарпанном. И с местами даже пытался потянуть за тур. Оказывается, это все отваливается. Лучше здесь ничего, как говорится, не трогать лишний раз. Белье на кровати было чистое. Сами кроватки они исполнены в таком виде. Но матрасы, я не знаю, по-моему, матрасы, они тоже не менялись со дня открытия. Потому что матрасы, они издают очень много звука каждый раз, когда ты переворачиваешься. Не знаю, слышно будет, нет? Это то ли пружинки, то ли еще что. Ну, в общем,
они издают очень много звука. Особенно, когда ты спишь вот, с детьми, то ребенок перевернется, ты его услышишь, что ты перевернулся, он тебя услышал. Кровати у нас 2 дабл, они на двоих прям впритык-притык. У нас есть свой балкончик. Мы здесь вывесили, здесь дается сушилка, потому что целыми днями дети, они проводят все-таки в бассейне, поэтому нужно место, чтобы это все сушить. Здесь есть пару бассейнов, свой пляж. Бассейны выглядят красиво ночью. Вода более-менее нагревается только в одном бассейне, тот, который постоянно находится под солнцем. Бассейн поменьше, который с горкой, он немного холодный, потому что он постоянно в тени в течение дня, не успевает прогреваться. На пляже есть разные развлечения. Здесь мы успели покататься, попробовали парасейлинг. Это у нас получилось по сумме 6000 песо, чуть меньше $120 за двоих. Катание на каяках бесплатно для резидентов отеля. Вода в океане, на всем Сибу она всегда теплая. Здесь пляж убирается, поэтому есть мелкий песок. Если привозить, смотреть что-то с собой, это надо сразу закачивать Netflix, потому что здесь доступа к YouTube нет, здесь даже была проблема с Wi-Fi, но потом они решили в течение дня. Вот эта штука, приставка телевизионная, которая внизу болтается, она показывает только местные каналы, сам телевизор очень старый, не знаю, лет 20, наверное, ему, судя по размеру и по дизайну. Короче, это не смарт, на нем ничего не показывают, дети будут комплексовать. Много есть таких элементов филиппинских, с которых можно будет пофотографироваться, если отдерете от стенки. Главная беда во всех отелях – это кондиционер, так как мы путешествуем всегда с детьми, поэтому я в первую очередь проверяю состояние. В этот раз залезть туда и проверить фильтр не было смысла. Я все равно потом, когда мы будем уезжать, я подойду к стойке, попрошу, чтобы они все равно почистили, обратили внимание, по крайней мере, потому что если посмотреть, не залазя туда, вы можете вот по этой пыли понять, что весь воздух, который дует из кондиционера, он уже идет с пылью. То есть представляете, в каком состоянии сам кондиционер. Далее, если посмотреть на сам кондиционер, я изначально думал, что его зацепили просто так криво. Как оказалось, это не он криво висит, это потолок у них отошел. Вот эта штука, то есть потолок, все, он уже поехал. И как бы за этим здесь они следят. Они за этим не следят, но они следят за финансовой составляющей, потому что они пытаются содрать с тебя буквально за все. То, что мини-бар, как и во всех 4 и 5-звездочных отелях, он, конечно, присутствует. Ценники, они всегда 4-5 раза дороже. Если взять вот простую воду, она стоит 85 песо, при том, что в городе, даже мы останавливались в другом отеле, мы платили по 15 песо, здесь 85. В самом дорогом отеле, в котором останавливались, и то просили 20, здесь почему-то 85. Здесь все сразу забито, при том, что 2 бутылки воды, как оказалось, вот такие дают в день бесплатно. Но внизу есть еще другая бутылка воды, там тоже количество 2. И на пометке, здесь где-то была пометка, говорится, что предоставляется только 2 бутылки воды. За остальную воду нужно будет проплачивать. И поэтому при заезде непонятно, потому что и их было 2 штуки, и тех тоже было непонятно, какую воду пить, какая бесплатная, за какую нужно будет отдельно проплачивать. Это у них, видно, такая фишка. Зачем раз люди воспользовались, а потом будут уже проплачивать. Пиво тоже достаточно дорогое, это 200 песо, при том, что она в городе стоит 50. Вот холодильник, по-моему, единственный прибор, который здесь заменили.
В течение дня, если вам нужна дополнительная вода, вы можете заказать бутыль, он бесплатный. Они якобы борются с пластиковыми бутылками, поэтому вместо того, чтобы попросить бутылку в баклажках, вы просите их принести вот такой термос, он дается бесплатно. По пыли тоже можно понять, как часто здесь все убирают. Цветок, он прям старенький. Здесь вроде бы протерли пыль, а там, если посмотреть в углу, наверное, рука не достала. Полок для вещей нету, только раздвижные ящики. Поэтому в основном все свои вещи мы держали. Сумки, потому что в этих ящиках непонятно, что там было. Это раз. Во-вторых, все эти мураши, если вдруг вы начнете кушать и что-то у вас упало на Филиппинах, имейте в виду, прибегут буквально через час, прибегут маленькие такие черные мурашки и начнут всю эту еду куда-то таскать. Здесь и есть сейф. Кстати, он привинчен, не так, как это было в пару других отелях в Узбекистане и в другом отеле на Филиппинах, где сейфом просто ходуном ходил, который можно было забрать. В течение дня даются вот такие бич-таулы. Вам дают карточки на каждого посетителя. Если вы потеряете, вы, соответственно, будете потом проплачивать, по-моему, по 600 песо. Бич-таулы рядом с бассейном вы можете получить. Они у нас всегда используются, ну, так как мы купаемся, поэтому у нас этими таулами был застелен весь пол здесь, чтобы можно было ходить. Иначе здесь дохренище воды постоянно. Дверь, самая обычная дверь, которая такая же стоит, как и в туалете, на обычных таких замках. Но мы привезли с собой такое устройство, которое помогает тебе закрыться изнутри. Самая простая дверь на защелке. По туалету сразу вот эта ванная говорит о том, что дизайн очень старый, уже давно в отелях ванны такие не используют. Потом это стекло, непонятно для чего, легче было просто поставить занавеску, чем стекло на пол ванны, которое постоянно нужно протирать горничной. И помимо этого оно никак не спасает, потому что лейка она с той стороны, она вот начинает лить, ты стоишь где-то посередке, и у тебя вся эта вода стекает вот куда-то сюда. Во всех отелях, в которых мы были, всегда была проблема с ванной, с водой, которая льется либо из душевой, либо из ванны. Пока еще сухих ванн, по-моему, я не видел ни душевых, ни ванн. Кстати, по размеру с ванной что-то они, видно, просчитались. Она довольно-таки маленькая, получается, кругом получились такие полочки, которые непонятно, то ли это полка, то ли это седалище такое. Зато здесь нет проблем с горячей водой, вот прям как открываешь, и из нее почему-то текет кипяток. В предыдущем отеле, в одном из отелей, у нас вообще не было горячей воды, и мы ждали очень долго. Здесь прям идет кипяток, но кипяток, как вы видите, вот эта штука, она тоже очень старая, я не знаю, почему она сделана в виде балалайки. Очень неудобно пользоваться ей. И так как штука старая, вода и отсюда текет, и со всех, короче, разных дырок. И стандартный толчок тоже, которому лет 20, наверное. И телефон, чтобы звонить в никуда. По завтракам, можно сказать, на троечку, на четверочку. Завтраки, они подаются на первом этаже. Все сделано, короче, красиво, но по идее там нет большой такой вариации, за которую бы вы заплатили 15-16 долларов за человека. Она того не стоит, но так как это все происходит на улице, где ты чувствуешь, что ты все-таки на каникулах, поэтому это засчитывается. Однако же здесь и присутствуют мыши, так как это все происходит, вся кухня находится на улице. Я не знаю, то ли крысы, то ли мыши вообще бегают туда-сюда, особенно днем, их видно вечерами, их просто слышно. Я так понимаю, люди постоянно роняют еду, и мыши это все дело подбирают на пару с воробьями.
Вы также можете заказать себе рум-сервис, но ценники, они отличаются от ресторана, при том, что здесь они указаны еще и дополнительно 10% VAT, то, что они собирают. Поэтому ценники постоянно ориентируетесь непонятно на что, ориентируйтесь, скорее всего, на тот счет, который принесут в конце. Такая комната нам обошлась за чуть больше $100, потому что мы заказывали через Agoda. На фронте это стоит чуть подороже, $110-120. Здесь мы отдельно платили за ребенка. Детям до 11 лет они считают бесплатно, но за завтраки нужно будет платить отдельно. А за детей свыше 12 лет, за каждого ребенка, даже если вы не используете дополнительную кровать, вы все равно платите 2000 песо, это где-то около чуть меньше $40. Расценки, они могут отличаться, то, что они говорят по телефону, потому что когда вы приезжаете на место, и если у них отель уже переполнен, свыше 50%, ценники, они сразу отличаются. Обедали мы тоже здесь в гостинице, чтобы никуда не выезжать. Скажем так, если сравнивать с городом, конечно же, они будут дорогие. И у них такая политика, что сюда заказывать еду нельзя. Один обед выходит где-то $50 на семью из 4 человек. Но вечерами вы можете, когда уже искупались, помылись, вам легче подойти к главным воротам, вызвать такси и съездить до города. Либо до города, либо здесь есть ближайший такой тоже местный Мактановский центр. Там много разных магазинов, походить по барам, по ресторанам. Такси до туда будет стоить буквально $2. Итак, вот такой резорт на 4 звезды. Я думаю, достаточно будет остановиться здесь только на пару дней. Это то, что мы и решили сделать. Мы отправляемся в другое место. Что касается воды в бассейнах, ну, наверное, это как и кругом. Если у вас нет маски, вы не будете знать, в каком она состоянии. А достаточно надеть маску и прыгнуть туда, скажем так, вечерком. Когда включается подсветка, вы увидите, как куча соплей просто плавает в этом бассейне. И вопрос с телевизором. Все-таки, как можно было установить такой маленький телевизор, да еще и, можно сказать, почти под потолок, и установить кровать. Alright. Итак, дополнительно за одну ночь мы заплатили 20 996. Это будет включать в себя одну ночь. Потом парасейлинг заплатили 6000 песо, это где-то $120. Дополнительно мы кушали, получается, в обед на 2400 и на 1500. Сейчас на всякий случай я спрошу посмотреть, какой рейтинг у них будет завтра. Завтра, потому что будет уже Крисмас. После Крисмаса должно быть дороже. Сейчас они заставили, короче, нам посчитали $180 за ночь. No, other rates are going to be different or the same? It's the same for the extra person with breakfast. 7,800 plus 2,000 for the extra person, so 9,888. So basically the same. Yes. Okay.